Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Я продолжаю тему новогодних прихваток. Сегодня поработаю в палитре монохром. Присутствует всего два цвета, синий и белый. Подобрала вот такие ткани с новогодней тематикой и ткани-компаньоны. А также мне понадобится бейка. Еще понадобится наполнитель. Я его собрала из кусочков ватина и ткань для задней стороны. Начнем с новогодних картинок. Вот из этой ткани я сейчас выберу какой-то фрагмент. И в помощь мне вот такая знакомая уже вам рамочка, с помощью которой я и выберу подходящую картинку. Скорее всего, я выберу елочку. Размер 10 на 10. Припуски я не делаю. Я очертила этот фрагмент. Сейчас я его вырежу. И вот с этого ромбика мы и начнем. Так, первая фигура готова. И следующий квадратик у нас будет вот из этой ткани. Я накладываю вот таким образом наш квадратик и вырезаю следующий квадрат. С блоком квадрат в квадрате. Тут, наверное, уже догадался, какие будут дальнейшие действия. Сейчас я иду к машинке. Я прокладываю шов по периметру. Ну вот я прошила. И теперь соединяем противоположные углы. А дальше разъединяем слои ткани и делаем надрез. Большой не надо делать, потому что можно съехать с линии прочерченной. Вот, достаточно небольшого разреза. И дальше разрезаем по линиям, не задевая шва, иначе он у нас распустится. А дальше отворачиваем треугольники, и это надо проутюжить. Вот я проутюжила, и вижу, что сам квадратик не надо выравнивать, он получился очень аккуратный, ровный. Отрезаем только вот эти лишние уголочки. Дальше я беру вот эту ткань, следующий квадрат выкраиваю из этой ткани. Так вот я вырезала. И проделываем то же самое, что и с первыми двумя квадратами. Соединяем по периметру. Те же действия, что и с первыми двумя квадратами. Соединяем уголки.
Складываем строго по линии. На все те же действия. Так, вот что у нас вырисовывается. Ну и дальше мы собираем сэндвич. Нижняя сторона, наполнитель и верхняя деталь. И я сейчас сделаю отстрочку по периметру. Ну вот я теперь вижу, что верхнюю деталь можно увеличить до размера наполнителя, что я и сделаю. Она мне сразу показалась маловатой. И вот с помощью этой тканюшки я сейчас увеличу верхнюю деталь. Я нарезала полоски шириной 3 сантиметра. И сейчас я вот таким образом пришью с двух сторон. Пришила, отвернула, отутюжила и пришиваем с оставшихся двух сторон. Пришила, осноровила и осталось срезы обработать бейкой. Пришивать бейку буду с лицевой стороны. Вот, девочки, готовая прихватка. Пришила бейку, пришила петельку и размер прихватки после того, как я пришила дополнительную полоску, стал 17 на 17. Точно такую же, с таким же элементом, я сшила еще одну прихватку. Здесь первоначальный размер центрального квадрата у меня 10,5 на 10,5. И размер прихватки такой же получился, как и первый. Мы помним, что в первой прихватке у нас квадрат 10 на 10. Во второй прихватке рисунок размещен в квадрате, а в первом случае в ромбе и с окантовкой. Вроде бы все то же самое, все одинаково, тот же рисунок, те же цвета, а смотрится по-разному. Ромбик мне нравится и по форме, и окантовка украсила прихватку. А как на ваш взгляд, которая прихватка вам нравится больше? Из этой же ткани я вырезала фрагмент с новогодними санками. И получилась еще одна новогодняя прихватка. Размер всех этих трех прихваток 17 на 17. А вот в этом случае я решила взять центральный квадрат размером 11 на 11. Девочки, у меня все идет незапланированно. По ходу действия принимаю какие-то решения. И вот поэкспериментировала с размерами. И четвертая прихватка получилась 19,5 на 19,5. И хочу сказать, что припуски на швы у меня 0,5 сантиметров. Буду рада, если вам пригодятся мои подсказки. Помогут, если решитесь на подобную работу. Я люблю шить на старой машинке, хотя есть и современная. На старой машинке лапки обычно узкие, современные машинки с широкими лапками. И припуски на ширину лапки обычно составляют 0,7 см. И при моих размерах деталей прихватки получатся уже в этом случае поменьше. Это надо будет учесть. Буду, если мои подсказки вам пригодятся. Очередной вот такой набор прихваток у меня получился. Подарки множатся, а надо еще много чего нашить. Оставайтесь со мной. Еще осталось немало идей невоплощенных. Если сегодняшнее видео вам понравилось, буду рада вашим лайкам. Пишите комментарии, делитесь с друзьями. Если сами не сошьете, может быть, они вам что-то подобное сошьют и подарят. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго. Очередной проект уже начат. Вам же желаю хорошего настроения, не болейте, вдохновляйтесь и до скорой встречи.